в этом году, правда, нужно инвестировать на Маврикий. Прекрасная страна, прекрасные виды, но небезопасно. Вас тут не примут, вы ничего не добьетесь, вы не сможете. Это борьба с ветряными мельницами, это бесполезно. Простая деревенская жизнь. Ну, покажи мне сначала свой банковский счет. Вы получаете вид на жительство. Попадая в такой райский уголок, когда вокруг тебя вообще неописуемые такие виды, я не знаю, видно там на камере или нет, передает она всю эту красоту или нет, надеюсь, что передает, и вы ей наслаждаетесь вместе с нами. Ты задумываешься, а может быть здесь остаться на подольше, а может быть вообще сюда переехать жить? И вполне логично встает вопрос, а где жить? Как жить? Что выбрать? Дом возле моря, дом в горах, апартаменты, может быть еще что-то. В общем, я решил разобраться в этом вопросе, и благодаря вот сегодняшней встрече с представителем компании по люксовой недвижке, которая занимается подбором аренды, да, насколько я знаю, покупки, продажи, в общем, все, что с недвижкой. И Милена, извиняюсь, сложное немножко имя для меня, зато красивое, согласилась поведать нам все нюансы реал-эстейт бизнеса и недвижимости на острове Маврикий. Милена. Очень приятно. Милена Сотина, агент по недвижимости в Маврикии, предлагает услуги высшего качества с индивидуальным подходом. Имеет 15-летний опыт работы в секторе роскоши в Межеве, Монако и Женеве. Выбрали мы, конечно, локацию такую шикарную, прям вид непередаваемый. Первый вопрос. Почему стоит инвестировать в недвижимость Маврикий? Маврикий растет постоянно. То есть даже независимо от того, что происходит в мире, люди едут на Маврикий, новые национальности открывают Маврикий. Люди либо переезжают сюда просто пожить несколько лет, либо переезжают жить, инвестируют, потому что есть разные типы недвижимости. Как иностранец вы не можете купить любую недвижимость на Маврикий. То есть вы не можете купить, допустим, там какой-то домик, который стоит вот там вот, да? Отдельный домик, Ну, вы не можете этот домик лучше, чем тот, кстати. Я бы, если выбор бы стоял, я бы лучше... Этот лучше, можно взять? Да, вот этот может, потому что он в специальной резиденции. Угу. Да? То есть специально доступный для иностранцев. Для иностранцев нужно покупать недвижимость. Допустим, это могут быть квартиры от 6 миллионов рублей. Начиная от 6 миллионов рублей. Если вы покупаете такую квартиру, цены сейчас растут, поэтому я вас уверяю, что вы не найдете за 6 миллионов квартиру, либо это будет совсем маленькая квартирка. Опять же, да, цены растут, то есть где-то за 8 миллионов можно уже начать покупать недвижимость. А для чего? Для того, Зачем чтобы она ее мне сдавать. нужна? То есть для Сдавать того, в чтобы аренду. делать бизнес. Да. Почему это интересно? Потому что очень много людей ищут аренду годовую, то есть они приезжают сюда либо по работе, либо попробовать, нравится им здесь или нет. И они будут арендовать. Опять же, здесь у нас на Западе очень хорошо работает недвижимость, аренда краткосрочная, потому что очень много людей приезжают на каникулы и не хотят быть в каких-то там отелях, а хотят снять какую-то квартиру и самим гулять по всему острову и делать, что они хотят. Поэтому... То есть арендная недвижимость пользуется спросом, и на этом можно делать бизнес. Да. А какой коэффициент возврата? Я заплатил 9, сколько там, 8 миллионов рупий. Это сколько в долларах будет? В долларах сейчас это... 400 тысяч долларов, образно. Это больше, да, даже. Да. Ну, в смысле, это меньше, да. То есть если вкладывать... Через сколько лет я верну свои инвестиции? Слушай, ты вернешь через 5. Зависит от того, если сдавать в краткосрочку, если да, в краткосрочку, то да. То есть если на годовую, ну, наверное, раза в полтора дольше. Да? Но в любом случае вся недвижимость на Маврикии сдается, все сдается и все перепродается. То есть в любом случае, даже если в какой-то момент решил, что тебе больше эта квартира не нужна, ты переходишь ты ее перепродаешь. Очень много новостройки, очень много новых проектов строится. Поэтому я советую своим клиентам покупать в новостройке, потому что там в любом случае перепродажа. Сейчас виллы продаются, которые мы продали за 1,5 миллиона по плану. Они сейчас уже еще, стройка не закончилась, они перепродаются 3,5 миллиона. Ну, это хороший бизнес. То есть, поэтому я говорю, что сейчас новостройки, они растут, цены растут настолько быстро и запрос настолько большой, что в этом году, правда, нужно инвестировать на Маврикий.
Это даже А с не чем вопрос. связан этот спрос? Ну, есть новые. Во-первых, Южная Африка едет. Они уже давно переезжают сюда, потому что в Южной Африке неспокойно, особенно семьям. Ну, знаете, я не знаю, знаете вы, что происходит в Я Южной недавно Африке. был в Южной Африке, прекрасно там- видел, что там происходит. Прекрасная страна, прекрасные виды, но небезопасно. Вот. И поэтому все семьи с детьми, они переезжают на Маврикий. Почему? Потому что Маврикий рядом с их страной и говорят на английском. Поэтому вся Южная Африка просто сейчас скупает все. Потому что они пытаются вывести деньги из Южной Африки, и самый близкий путь – это к нам. Поэтому Южная Африка. С прошлого года россияне. Сейчас, если раньше у меня был 1, 2, 3 русских клиентов в неделю, сейчас у меня новых клиентов как минимум 3-5 в день русских, которые мне звонят, потому что они знают, что я русская, что я могу их сопровождать. На Маврикии хорошо, потому что говорят по-английски, по-французски, но, к сожалению, русским россиянам очень сложно иногда, потому что даже если они говорят по-английски, есть такие нюансы, которые нужно понимать и знать. Но тем не менее они присматриваются к этой юрисдикции. Конечно, Почему? конечно. Россияне, которые приезжают Да. сюда. Почему? Почему они выбирают Маврикий? Я думаю, потому что, во-первых, сейчас в Европе очень сложно россиянам, то есть их уже не хотят. И они пытаются найти другие страны, как Бали, я так понимаю, в Бали менее безопасно. Маврикий очень стабильная страна, и поэтому я думаю, что сейчас, в прошлом году начали россияне открывать Маврикий как не просто там приехать на каникулы, а именно как место, где можно сесть и создать свою жизнь здесь, потому что очень много русских на Маврикии. Ну, наверное, фрилансеры в основном приезжают, какие-то айтишники, да? Очень много айтишников. Это началось после ковида. Кстати, вот айтишники, они начали приезжать после ковида, потому что они поняли, опять же, вместо того, чтобы сидеть там где-то в городе и делать ту же самую работу, можно спокойно сидеть на берегу океана и работать на берегу океана, или вот с видом отсюда, да. Богатые люди едут сейчас. Сейчас вот поменялось в этом году, поменялось направление, потому что, наконец-таки, Маврикий, если раньше вот эти виллы за 1,5 миллиона считались люксом, не было предложений выше 2-3 миллионов. Сейчас есть предложения с виллами, шикарными виллами от 6 до 15 миллионов. То есть рынок подстроился. Что начинает привлекать настоящий люкс. Не было на Маврикии до прошлого года. Почему мы начали очень хорошо развиваться? Потому что мы начали предлагать сервис, которого здесь не было. Хорошо, тебе продают эту виллу, но в маврикийском стиле. Никакого сервиса там тебе не предлагают. О тебе не заботятся, когда ты это покупаешь, потому что с тобой не идут делать документы, с тобой не идут покупать машину, тебе не помогают с какими-то там проблемами. А мы вот это все предлагаем. Вы обустраиваете в том числе какой-то быт, да, для тех, кто переезжает. Как только сюда приезжают, мы берем, можно сказать, за ручку и вас ведем. Вот сегодня надо сделать это и это. Я считаю, что когда вы покупаете недвижимость, элитную недвижимость, так оно должно быть. Но, к сожалению, на Маврикии этого раньше не было. Сейчас предлагают вот этот сервис люкс, начинают, не знаю, смотрели вы ли яхты, сейчас начинают тоже, опять же, предлагать очень хорошего качества яхты Бенето и с сервисом. Рестораны начинают подстраиваться, все больше и больше очень качественных ресторанов. Ну, то есть уровень сервиса, в принципе, растет во всех отраслях, да? Да, очень растет и быстро. На самом деле на Маврикии все растет быстро. Не, на самом деле, потому что на Маврикий приезжают люди с разных стран и привозят с собой их знания и умения. И поэтому и маврикийцы, они очень быстро учатся всему. Они, конечно, может быть, не дадут тот же самый сервис, но они пытаются это все сделать, пытаются расти, подстраиваться под иностранцев. И это очень приятно. И к русским очень хорошо относятся. Вот это тоже очень приятно сейчас, особенно в сегодняшнем мире. А сколько ты уже живешь здесь? 5 лет. 5 лет. Да. А почему ты лично, вот ты сама выбрала Маврикий? Мы с мужем жили во Франции 10 лет, и во Франции мы занимались организацией частных мероприятий. То есть мы работали как раз-таки между Межев, Женев
и Монако. То есть у нас клиенты были в разных странах. У нас был также на управление ресторан в Межеве, в центре Межеве. И то есть мы как раз-таки работали всегда с клиентурой довольно такого высокого уровня. Но во Франции, когда вы пытаетесь создать свой собственный бизнес, государство у вас берет там 60% налогов. И когда вы хотите работать, а не сидеть дома и ничего не делать, и получать какие-то там деньги от государства, нас это не интересует. И поэтому мы решили, что мы хотим уехать из Франции. На самом деле смотрели разные страны. Бали также смотрели. Смотрели Южную Америку. Смотрели очень Португалию, как раз-таки в финансовом плане, в смысле в налоговом плане. Но мы решили все-таки... Маврикий мы уже знали, потому что мы сюда приезжали очень часто. И на Маврикии легко жить, на самом деле. Легко жить и работать. В сравнении особенно с Европой. В Европе есть постоянно кто-то на тебя что-то давит. Государство, какие-то санкции, какие-то что-то еще. Здесь все просто. Здесь подходишь к человеку и говоришь: добрый день, я видел, что вы хотите, у вас домик очень красивый, могу я предложить его клиенту, чтобы его продать? На самом деле это очень просто. Я предлагаю переместиться в дом, потому как уже темнеет, мы насладились закатом, теперь можно дальше продолжить разговор. С радостью. Ты упомянула, что вы занимались с супругом недвижимостью в Монако, Франции. В Монако, в Межев и в Женеве. Да. Это такие люксовые локации. Вероятнее всего, там живут люди с высоким достатком. Да. И здесь ты тоже специализируешься на премиум секторе. Почему, с чем связан такой выбор? С чем связано? Я думаю, что, наверное, это не сами мы пошли к этому, а оно идет само к нам, можно так сказать. Потому что как раз-таки наш сервис и сервис, который мы предлагаем, как мы работаем, и я думаю, поэтому люди сами к нам идут. Допустим, здесь, на Маврикии, мы начали агентство, как обычное агентство, любое. То есть мы начали с нуля. Мы приехали с мужем, 2 иностранца, открыли наше агентство. Можно сказать, мы встретили очень много маврикийских агентств, которые изначально нам говорили: нет, у вас это ничего не получится. Вы не сможете. Почему не здесь. Получится? Потому что мы иностранцы, которые приехали на Маврикий, открываем агентство недвижимости. Теоретически, маврикийцы, они считают, что они это могут делать сами. Что действительно, они могут это делать. И поэтому, когда иностранцы приезжают с каким-то бизнесом, который уже здесь существует, они очень хорошо относятся к бизнесу, который не существует здесь. Но когда ты входишь на их территорию, то изначально тебе говорят, что вас тут не примут, вы ничего не добьетесь, вы не сможете. Я думаю, это во многих странах. Это до сих пор так продолжается, или это было только... Это было в начале. Нет, это было в самом начале, но люди очень быстро поняли как раз-таки, что наша фирма, которая и сейчас до сих пор, мы хотим остаться... Мы не хотим делать количество, какое-то неимоверное количество сделок. Фокус у нас на качестве. Поэтому сейчас у нас есть возможность говорить «нет». То есть не каждый клиент, который к вам обращается, будет вашим клиентом, да? Вы мы стараемся удовлетворить всех. Да? Но так как мы уже, я думаю, знаем изначально, есть клиенты, которые будут просто смотреть. Есть люди, которые приезжают на Маврикий, они на отдыхе, им хочется просто походить по домам и помечтать. Понимаешь? И это, если у меня время есть, я с радостью покажу дома. Но когда я знаю, что это чисто для... А как ты проверяешь? Так, я тебе покажу виллу, но покажи мне сначала свой банковский счет. Нет, мы, кстати, не проверяем это изначально. И очень многие агентства сейчас об этом спрашивают. Серьезно? Да. Но потому что я разговариваю с людьми. Перед тем, как начинают показывать любую недвижимость, я не просто скажу: давайте, все, поехали на недвижимость. Я чаще всего сначала поговорю с человеком, чтобы понять место, которое я буду ему показывать, если ему оно подходит или нет. И, естественно, были такие случаи, когда показывала 5-6 объектов в конце, люди говорят: ой, мы вообще на каникулы приехали, но хотели посмотреть дома. Сейчас я это уже чувствую.
не то, что чувствую, но вижу по разговору, понимаю, что это как бы ни к чему не приведет, поэтому иногда говорю уже нет, потому что нет времени, и я просто спрашиваю обратиться ко мне попозже, когда будут люди готовы. Начинаем уже работать, раньше нас было только 2, а теперь нас становится все больше и больше. У нас агент теперь на севере, потому что у нас нет видел дороги здесь. Ну Время да, занимает отсюда до севера доехать час 15. Да, а когда есть пробки, то это вообще может занять 2 часа. Поэтому каждый день туда-сюда не поездишь. Поэтому у нас сейчас агент на севере, который работает... Север именно- это север острова. Сейчас мы находимся на западе Да, острова. на западе остров. Да. Остров совсем маленький, но на самом деле здесь совершенно разная динамика. И даже если люди хотят приехать на Маврикий жить, обязательно перед тем, как подумать, переехать сюда, приедьте на месяц и поездите по всему острову. Пожалуйста. Потому что вам, может быть, понравится больше на севере. Я север не люблю. Ну, насколько я знаю, север это место, где больше всего развита инфраструктура. Да? Там есть классные отели. Как город. Да. То есть для нас здесь, да, более Тамарин и Ривьер-Нуар, и вот эта вот наша зона Запад, это более такая, как сказать, Деревня. простая деревенская жизнь. Мы встречаемся на пляже, как я объясняла, что знакомство очень легко здесь. На севере, да, на севере это все более такой городской тип, да, есть хорошие рестораны, есть шикарный магазин. Ну, то есть каждый, в принципе, может найти, что ищет, Вот. да. Единственное, нужно понимать, где и что. И где ему нравится. Да, Потому что есть расположено. люди, которым очень нравится на юге, далеко от всего. Именно вот в тропическом лесу. Есть люди, есть сейчас резиденции на юге, очень красивые резиденции с большими парцелями земли, на которых, да, но это все далеко получается, это каждый раз там куда-то поехать надо 1-1,5 часа. Но есть люди, которым нужно это. Или даже на Востоке тоже. На Востоке есть шикарные отели. На Востоке да, мы уже не были. мы весь остров уже исколесили вдоль и поперек, все видели. Вы видели, какой он Всех разный? видели. Вот, какой он разный. Он действительно разный, и каждая часть, она по-своему привлекательна. В какой локации все-таки большинство клиентов останавливаются и выбирают? Именно на покупку. На покупку, да. На западе и на севере. На Север, севере запад. больше предложений, поэтому цены чуть-чуть ниже, особенно на аренду. Там уже все застроено, я не знаю, смотрели вы. Плотнее Здесь застройка. Гораздо плотнее Да. застройка, поэтому сейчас, как минимум уже сейчас 2 года, очень много людей с севера переезжают сюда. Поэтому развитие, тесно. самое большое развитие сейчас на западе у нас. У нас сейчас, как в 25-м году, Тамарин, вот как вы его сейчас видите, он уже будет совсем не такой. То есть есть какая-то программа Есть государственная смарт-сити. по развитию этого Не региона? государственная, а именно частные Много- инвесторы, которые строят. Что Вот сейчас будет строят? смарт-сити строится, огромная смарт-сити. Вот вы где видели, вот тут сейчас внизу, здесь видно, Супер Ю, большой магазин, Мгм. вот. Вокруг него всего, он часть этого смарт-сити. Эта смарт-сити, она должна была уже начаться, ну как бы вот, стройка должна была начаться до ковида. Но с ковидом, естественно, все застопорилось, и они только вот сейчас начинают уже несколько зданий строить с квартирами, и там будет настоящая смарт-сити. Ну, то есть рекомендация эксперта, если вы планируете приобрести недвижимость на Маврикии, лучше присмотреться именно к западу, да? Правильно? Для меня, да, для меня сейчас Запад, для инвестиций, для меня лучше Запад. Для тех, кто хочет переехать жить, это нужно выбирать каждому свое, естественно. По душе. Да, по душе. Это совершенно, потому что вы не можете, когда вы смотрите по карте и видите этот маленький островок, не можете даже себе представить, насколько... Кстати, он не такой уж и маленький. То есть Да, не, ну кажется, это уже ж маленький, когда вы не посмотрели, вы думаете, оп, я отсюда до сюда доеду за 15 минут. И на самом деле вы быстро понимаете, что когда вы живете на Западе, вы очень редко будете ездить на север. Или наоборот. Поэтому очень много тоже людей живут в центре, кстати. Вот все люди, которые айтишники и все такое, потому что все офисы... Деловой центр. Да, деловой центр. Центр острова является одновременно и деловым центром. Да.
А как вы находите своих клиентов? Это какие-то маркетинговые активности, диджитал-маркетинг или это больше рекомендации? Опять же, последние 2 года больше рекомендаций, гораздо больше рекомендаций. То есть в основном 50% наших клиентов — это рекомендации, что нам очень приятно, кстати. А так, да, наш сайт привлекает очень много клиентов, и мы работаем с разными платформами. В Европе, опять же, в Швейцарии. Мы также инвестируем в рекламу в журналах, допустим, гольф-журнал, потому что Маврикий — это очень интересное направление для гольфа. И поэтому мы, допустим, были в журнале гольфа во Франции. Стараемся именно не делать рекламу обычную, а именно в специфических секторах, где есть клиентура, которая ищет недвижимость с гольфом или недвижимость с шикарным видом, как здесь. То есть, да, именно специфическую элитную клиентуру, то есть для элитной недвижимости. Я 5 лет уже живу в Дубае и пропитался, знаешь, вот этим стремлением к рекордам. У них же там все самое высокое, самое объемное, самое глубокое. А какая у тебя самая дорогая недвижка, которую ты продала здесь, на Маврикии? Которую мы продали сейчас, это 4 миллиона евро. Пока. 4 миллиона евро – это вилла, да, наверное? Да. Чем мы больше гордимся нашей продажей, это вилла на берегу моря, которая не продавалась уже 3 года, потому что здесь берег моря резервирован только маврикийцам. Иностранцу сложно купить очень что-то. Сложно. Очень сложно. Поэтому, да, я думаю, что это наше самое... Потому что было очень много клиентов, которые хотели ее купить, и много очень агентств пытались, потому что у нас эксклюзивность с хозяином. Мы с ней работаем уже 5 лет, она нам доверяет, и мы поэтому очень рады, что смогли продать ее виллу. Она там получается как раз 3 миллиона где-то. Но самое главное, что это очень сложные проекты на продажу, потому что маврикийцы в основном не могут себе позволить купить такие большие виллы. Она сколько стоила? 3 миллиона. 3 миллиона. Да. А сколько вообще зарабатывает real estate агентство на таких сделках? Там какой-то процент? На Маврикии риэлтор берет 2% с хозяина и 2% с покупателя. То есть официально установлен тариф? 4% плюс ВАТ. ВАТ — это местный налог, 15%. VAT идет сверху, получается? Да. То есть получается с хозяина и с... А помимо VAT, какие налоги еще платит компания, которая занимается продажей недвижимости? На самом деле нет, 15% это общий налог. Все. Почему на Маврикии это интересно? Любая компания, здесь общий налог 15%. Когда у вас есть работники, вы платите с них налоги тоже 15%. Ну там приблизительно, на несколько, 15 приблизительно. И с ваших доходов вы платите 15%. Здесь довольно все просто в налоговом плане. Окей, с налогами разобрались, они взяли, так просто усреднили, чтобы особо Чтобы там, легко было. чтобы не мучиться, да, там все ровно. Ну, это такой особый островной подход, наверное, да. В принципе, здесь, насколько я понял, люди не очень любят перетруждаться. Или как с этим обстоит дело? Да, найти людей, которые хотят работать, и как раз-таки у которых есть амбиции. Я думаю, что в Дубае, как раз-таки, что ты видишь в Дубае, что люди, которые приезжают в Дубай, они амбициозные, они хотят чего-то достичь, они хотят идти выше. Здесь этого нет. А здесь чего хотят люди? Спокойствие, умиротворение? Вот. Они даже, к сожалению, даже если у некоторых людей нет денег, но работать они не хотят. Это очень сложно. Почему мы перестали нанимать секретарей? Почему мы перестали работать? То есть мы все больше и больше работаем все-таки с европейскими компаниями или с компаниями маврикийскими, но с которыми мы работаем уже долго, и мы знаем, что они работают хорошо. Я не говорю, что этого нет, но найти рабочую силу, которая, вы уверены, что придет в понедельник, потому что люди начинают здесь работать, но почему-то в понедельник никто не приходит.
Поэтому если вы занимаетесь стройкой или чем-то, и когда вы приходите на стройку, и у вас 80% ваших работников не пришли, то это очень сложно, с этим очень сложно жить. Но это, я думаю, что это такая маленькая часть негатива по сравнению с огромным позитивом на Маврикии. В чем проявляется этот позитив? Какие главные плюсы вообще вот жизни на во-первых, по острове? сравнению с Европой, вот этот налог 15%. Все-таки Он во главу угла он привлекает всех. поставлена все-таки низкая налоговая ставка. Низкая налоговая ставка. Как я говорила вот до этого, жить на Маврикии легко и свободно. Мы чувствуем себя свободным. Даже во время ковида, когда весь мир был закрыт, нельзя было выходить, нельзя было ничего делать, мы здесь жили. Потому что, во-первых, Маврикия очень хорошо отреагировала на это, они закрыли границы сразу. Поэтому у нас первые 1,5 года ковида, у нас ковида не было. Поэтому мы жили спокойно, у нас не было масок, у нас не было ничего. Теоретически нельзя было выходить, но, имея, допустим, вот виллу на берегу моря, мы спокойно ездили в нашу виллу на берегу моря, и мы были на пляже каждый день. Или в бассейне. Или вот эта вот жизнь, или вы проработали целый день, бегаете, ездите туда-сюда, туда-сюда-сюда. Вечером в 5:30 вы останавливаетесь просто на пляже. Сядете в песочек и посмотрите вот этот закат солнца. И все. То есть вся вот эта какая-то негативная энергия, которая может к вам прийти, она улетучивается сразу. Поэтому я думаю, что вот этот вот кадр жизни, я не знаю, во многих ли странах он есть. И с возможностью развития, с возможностью, вот вы говорите про недвижимость, да. Естественно, недвижимость, я думаю, это первая инвестиция на Маврикии. Но потом можно инвестировать в разный бизнес, потому что все развивается. Вы в стране, которая просто вот растет. Их всему надо учить практически. Именно даже в плане стройки. Сейчас все, новые проекты, они строятся все лучше и лучше. И это очень позитивный, это огромный позитив, потому что раньше были большие проблемы с застройками, но сейчас у вас есть гарантия. Постоянно даже само государство, оно приспосабливается. Что-то происходит, они начинают сразу приспосабливаться. Вот как они отреагировали с ковидом, они ко всему быстро очень приспосабливаются. Гибкие. Да. И вы живете в стране, в которой уже изначально 4 нации. Да? Какие основные? Это Индия, креолы — это Африка, которая приехала сюда в какое-то время. У вас есть франко-маврикийцы. Это бывшие французы, колонизаторы, которые приехали сюда. И то есть вот их немного на острове, но здесь, кстати, на Западе их гораздо больше. И есть также китайцы, китайская Большое комьюнити, китайское комьюнити? Да, но китайское комьюнити, как во всех странах, оно очень закрытое. И, в принципе, это люди, которых вы в основном не видите. Я не видел, кстати, китайцев здесь. Но есть большая, да. Называются они Сино. Но они, да, очень, как бы очень развиты на острове. Поэтому остров, он открыт для всех. Если вы себя не ведете как колонизатор, потому что этого они, естественно, не любят. А есть такие? Да, есть сейчас такие, которые ведут себя как колонизаторы. Как, в чем это проявляется? Ну, считают, что маврикиец — это обезьянка, которая слезла с... Есть такие люди, которые очень плохо относятся к самим маврикийцам, и я считаю, что это неправильно. Если люди... Или люди, которые говорят, приезжают сюда и говорят, а у меня оно не так. Ну, оставайся у себя. Ну, да. Зачем это? То есть, понятно, нужно просто подстраиваться. Я думаю, что когда мы переезжаем, я думаю, что ты это увидел, когда приехал в Дубай, ты же не стал им навязывать. Ну, задача моя какая была? Что-то дать, что не противоречит местному этикету и ментальности. Ну, не навязывал же ты им что-то. Естественно, свой а тип, это борьба с ветряными мельницами, это бесполезно. Ну, а есть люди, к сожалению, которые вот как раз-таки ведут себя как колонизаторы, приезжают сюда и говорят, вот, у меня вот так вот, вы должны себя так вести. Такого не бывает. Да. Как вот эта ситуация, да, последних несколько лет, когда весь мир остановился, все равно Маврикия — это как бы островное государство, оно отрезано от материка, да, много туристов сюда приезжало, и инфраструктура для них в том числе создавалась.
как вообще жизнь на острове была? И я знаю, что до ковида 1 400 000 туристов ежегодно посещало остров. Потом цифры существенно снизились. Во время ковида Насколько я знаю, там было. до 3000 в послековидные даже времена. То есть эта отрасль достаточно долго восстанавливалась. Как вот удалось в этот период не потерять бизнес и выжить вообще? Честно сказать, для нас, людей, которые живут здесь, и которых для нас туристы не интересуют. Хорошо? То есть в моем бизнесе туристы... Ориентирование на локалов, да? То есть, да, то есть, нет, да вообще, в принципе, туристы нас не интересуют. Это не туристы у нас покупают недвижимость. Это покупают иностранцы, которые приезжают сюда. Или, опять же, арендуют. Это люди, которые либо живут уже на острове, либо... Поэтому что случилось во время ковида? То, что весь остров был для нас. Не было трафика. Наоборот, вы кайфовали, да? Мы кайфовали, мы кайфовали, честно, на самом деле. Но еще, допустим, какие-то вот опять же разницы между маленьким семейным агентством и агентством, в котором люди работают, которые наемщики работают. Все вот эти агентства, они закрыли двери, так как нельзя было открывать. Они закрыли двери, и никто работать не стал. Поэтому мы были практически единственным агентством, которое продолжало работать. И люди переезжали. Хорошо, это были, может быть, не сделки дорогие сделки, это были просто люди, которые переезжали, потому что во время ковида, так как у людей весь бизнес начал спадать, почему в недвижимости, если ты подстраиваешься под ритм, всегда есть возможность работать. Потому что все эти люди они начали переезжать и снижать аренду. Весь остров начал переезжать. Поэтому мы в этот момент работали по сравнению с годом, который был до этого, потому что мы начинали, мы были молодое агентство, мы еще были новенькие здесь. Мы работали лучше. То есть для вас эта ситуация, наоборот, была в плюс, получается? Да, да. И наоборот, как раз-таки все хозяева, которые у нас есть, потому что, в отличие, опять же, от многих агентств здесь, которые работают между агентствами, то есть у них нет собственной недвижимости напрямую с хозяином, они работают через другие агентства. Им клиент звонит, они начинают всем агентствам названивать, у вас есть, у вас есть, у вас есть, у вас есть. Мы работаем по-другому. Мы хотим именно, чтобы весь парк был под нашей фирмой. Поэтому у нас очень много хозяев, и вот эти все хозяева, они были очень довольны нами, потому что мы продолжали работать. И не говорили, ой, ну, ковид, я не буду работать, я не хочу. Клиенты нужны были всем. Очень много недвижки перешло с краткосрочки на долгосрочку, потому что не было клиентов, они не знали, что будет дальше. Поэтому для нас этот период был довольно продуктивный, кстати. Так что извините, по сравнению со всем миром. Да. Я знаю, что Маврикий по рейтингу Doing Business, международный рейтинг, занимает достаточно высокую позицию. В 2020 году остров занял 13 место. Не знаю, как сейчас, кстати, посмотреть. Вот. Скажи, действительно ли здесь так просто вести бизнес и какие вот ментальные такие местные особенности ты заметил? Бизнес вести здесь легко, бизнес установить легко, но самое главное, когда вы сюда приезжаете и вы не знаете остров, это работать с кем-то, с человеком, который будет вам помогать. Почему, опять же, наша недвижимость, агентство по недвижимости, мы предлагаем не только продажу, куплю недвижимости, но и сопровождение. Потому что в любом случае зависит от бизнеса, какой вы хотите открыть, как я объясняла. Да? Допустим, если вы хотите открыть компанию, связанную с чем-то с водой. То есть, не знаю. Продавать воду? Нет, именно рыбалка, там еще какие-то водные виды активности. Это очень сложно открыть для иностранцев. Это вот именно заблокировано для маврикийцев. Но опять же, с хорошим подходом и правильным подходом, с юристами, с правильным бухгалтером, который вам все это предложит, выложит как надо, чтобы это все представить государству в правильном виде. Вы не можете просто прийти и сказать, вот я приехал, я хочу это открыть. Они вам сразу скажут, нет, уезжайте. А если это все подготовлено в правильном виде, то это очень часто проходит. Но есть вот такие, да, допустим, такси. Это резервировано только для маврикийцев. То есть именно, если вы приезжаете с чем-то, с какой-то инновацией, это очень легко. Наоборот, Маврикий
государство Маврикия в этом плане, они молодцы, потому что они хотят, чтобы люди ехали сюда по разным причинам. Поэтому, в принципе, если вы приезжаете с какой-то новой идеей, то это люди, и даже местные жители, ну, как бы сами маврикийцы, да, ну, в основном европейцы, они всегда очень рады новым каким-то новинкам и чему-нибудь, что открывается, чего здесь не было. Ну да. Ну, я целиком и полностью поддерживаю твою мысль, потому что к тому, что в любой локации, неизвестной тебе, куда ты перемещаешь, тебе нужен надежный помощник, консультант, проводник, Да. друг, который подскажет, покажет. Здесь вот я хотел бы добавить такую рекламную паузу небольшую. Как раз с этой целью мы создали онлайн-платформу Upper Business, где в онлайн-режиме возможно выбрать юрисдикцию и выбрать любую из услуг для бизнеса. Эта платформа сейчас находится в стадии развития. Ну, в скором времени она будет полноценно функционировать, и вы сможете такого надежного друга найти в каждой стране. И мы будем там. В том числе на острове Маврикий. Сначала, да, вот когда ты переехал сюда 5 лет назад, все равно есть культурные какие-то особенности, разница, да, восприятия мира. Как вот с этим все проходило? Я думаю, что зависит от людей, но так как я, к счастью, очень много путешествовала, вообще, в принципе, в жизни, уехала во Францию, мне был 21 год, поэтому довольно-таки молодой. Поэтому я уже, в принципе, я умею приспосабливаться к разным культурам. Я провела в 17 лет 6 месяцев в Египте с совершенно другой культурой, с совершенно другим Даже отношением к женщинам и к вообще, да, с арабским менталитетом. Поэтому я, в принципе, такой хамелеон, я умею просто... Я люблю людей. Я люблю общение, я люблю учиться новым вещам, я люблю узнавать новые культуры, новых людей. Это всегда мне приятно, и я никогда не навязываю как раз-таки как бы мой стиль жизни или что-то такое, о чем я думаю. Я просто люблю общаться с разными людьми. И поэтому я думаю, что вот в этом плане было очень легко. Потому что я никогда в жизни не буду кого-то брать сверху. Никогда. То есть это, я думаю, что никогда со мной такого не случится, потому что я бы не хотела, чтобы со мной так обращались, поэтому я не буду никогда с людьми так обращаться. И на Маврикии, я думаю, это очень важно. Когда вы не начинаете брать их сверху, и когда вы с ним действительно общаетесь по-нормальному, по-человечески, народ очень добрый. Маврикийцы, они очень добрые, они очень приветливые. Такой маленький анекдотик. Мы когда приехали на Маврикий, как раз-таки, даже если мы знали Маврикий, то перед тем, как сюда полностью переселиться, мы приехали на месяц, и мы все-таки проехали по всему острову, пожили там. И просто гуляя по рынку в Кятру-Борну, это вот в центре города, как раз-таки город маленький, и вот по этому рынку просто гуляя, мы начали разговаривать с тетенькой, которая продает там, очень приятная женщина, и мы с ней что-то поболтали, и она просто нас пригласила к себе домой на обед с ее семьей, и мы приехали к ним, и это стали очень хорошие друзья. Мы до сих пор общаемся, их дочка сейчас уехала во Францию, но мы до сих пор с ними общаемся. Это вот мне даже... Потому что люди на самом деле очень, очень добрые, но есть и те, которые говорят вам, в бизнесе надо быть очень аккуратным, да? Потому что есть такие люди, если они им говорят, все, мы руку пожали, для меня это самое главное, там не надо никаких бумаг, ничего такого. Будьте уверены, что они вам обязательно что-нибудь сделают не так. Есть у нас случаи продаж резиденций с большими деньгами на счету. Как и везде, в общем, хватает людей разной масти. Которые, да, то есть проходят. Надо да, быть аккуратными, все подписывать. У меня есть бюджет $500 000. Что я могу на эти деньги здесь купить? Можно купить либо уже построенную квартиру. За $500 000 вы не купите виллу. Можно купить либо квартиру, либо дуплекс. Сколько комнат там будет? Квартиры в основном здесь 3 комнаты. 3 спальни, да, потому что мы говорим на 3 комнаты, здесь это именно 3 спальни. То есть строят в основном большие квартиры? В основном 3 спальни, потому что это запрос. Есть 2 спальни, есть даже с 1 спальней, но на самом деле самый большой запрос всегда будет 3 спальни. Почему? Потому что в аренду сдаются в основном 90%, допустим, тех же квартир или вилл, это минимум людям нужно 3 спальни. Семейным?
Да. То есть очень много семей. можно предположить, исходя из этого, что на остров перебираются в основном семейные люди. Да, Да. очень много Но семей. это существенное отличие от Дубая, например. Там наоборот. Все, да, там больше студий, one bedroom, Однушек там, да, такие. да, и Да. семейных на рынке мало. Ну, интересно. Но потому что, почему? Потому что Маврикий более семейный остров. Здесь нет, это не Ибица. Здесь нет огромных там каких-то вечеринок. Есть вечеринки, которые организуются очень классные в отелях. Я, кстати, ни одной не видел здесь. Вот. Не- Мне кажется, не- вечером не вообще сезон. остров умирает. Нет, не сезон сейчас. Сейчас вот с этими дождями, я думаю, что просто они сейчас все застопорили, потому что непонятно, будет дождь, не будет дождя. Поэтому, А как дождь влияет на вечеринку, на под да, открытым потому что небом? если организация, потому что в принципе теоретически, как я объясняла, Тамарина это самая сухая зона острова, и у нас летом это период дождей, но дождя в принципе в Тамарине не бывает. В этом году очень много дождя. И вот вам, к сожалению, да, потому что обычно всегда очень, Ну, очень ладно. Мы сюда приехали работать, а не солнечно. отдыхать. Окей, 500 тысяч долларов, значит, это апартаменты с 3 Апартаменты, спальнями. Далеко от пляжа? Нет, может, недалеко. Есть и есть такие резиденции, которые недалеко от пляжа. Здесь, в принципе, все недалеко от пляжа. Хорошо. Но пока. Ну, То есть если пока я вот возьму в застройки, центре принципе. что-то... Ну, в смысле, имеется в виду, да, если я сейчас поговорю про Запад, про Да. Мы говорим на про севере у вас уже есть, так как все, опять же, там все застроено, то все новые стройки, они уже подальше от пляжа. Поэтому здесь у нас, опять же, почему я говорю, что Запад действительно очень привлекателен для инвестиций, потому что можно купить, вот, допустим, даже за 400 тысяч долларов квартиру, пентхаус с шикарным видом, и, ну, хорошо, не в пешей дистанции до моря, но в 5 минутах езды. В любом случае на Маврикий, если вы приезжаете, то вам нужна обязательно машина, потому что здесь пешком особо не нагуляешься. Ну да, мы это заметили. А если у меня есть бюджет 3 миллиона долларов, что я куплю? Здесь уже вы можете купить, опять же, либо пентхаус с роскошным видом на берегу моря, уже прямо на берегу, либо тогда это будут виллы 3-4 комнаты, 5 комнат, немного вилл на продажу. Вот, допустим, как вот эта вилла, здесь 5 комнат, но в основном вы найдете 3-4 комнаты. Ну, спальни. 3-4 спальни. 3-4 спальни. Ну вот эта вилла очень мне понравилась, у нее классный просто вид. Сколько она стоит? 1500. 1,5 миллиона. Да, 1,5 миллиона, извините. Нет. Ну, ценник такой, я не скажу, что дешево, да? Несмотря Нет. на то, что это остров, ценник не слишком дешево. А если, например, у меня совсем маленький бюджет, 100 тысяч, 200 тысяч долларов, что-то вообще реально купить? Минимум это 150 тысяч долларов для инвестиций именно для иностранцев. Даже этот 150 тысяч долларов сейчас найти довольно-таки сложно. Как минимум надо, я думаю, 200-250 тысяч, чтобы начать искать квартиры. То есть это будет обязательно квартира. И тогда, да, тогда есть... И в новых проектах, в принципе, в новостройках есть, но это будет больше с одной спальней или с 2 спальнями. То есть Не, вот ну это понятно, будет... если маленький бюджет, то количество спален Ну, есть все равно... Ну, да, нет, сокращается. я говорю, что здесь дело не в квадратных метрах совершенно. На Маврикии очень часто меня спрашивают, потому что люди приезжают за границей, они хотят узнать, сколько стоит квадратный метр. Здесь такого не существует, потому что ваш квадратный метр, он будет меняться в 10 раз, если у вас есть вид на море, если вы рядом с морем, если вы на море, если вы в резиденции, в которой есть доступ к гольфу, в котором есть отель, или в резиденции, в которой просто есть маленький бассейнчик. То есть, в принципе, как такового размеры или квадратные метры цены по поводу этого не существует. Всегда Но я есть заметил, фактор. что здесь, в принципе, просторные помещения внутренние делают, да, то есть нет таких каких-то маленьких апартаментов, ну, по крайней мере, я вот смотрел несколько. Есть, но их очень мало, потому что запроса нет. Даже вот сейчас есть у нас новостройки, в которых все продано, распродано, а с одной спальней маленькие квартирки, они не продаются. И в конечном итоге что происходит, что если они сейчас их не продадут, то они будут их объединять по проекту и продавать двухспальные, потому что иначе не смогут продать. Это Ну не хорошо, цена. я выбрал свой бюджет, взял там маленькую квартирку,
апартаменты побольше, или пентхаус, или виллу, что я не планирую здесь жить постоянно. Оказываете ли вы услуги по обслуживанию недвижимости, сдачу в краткосрочную аренду для клиентов, для своих? Вот эта вилла у нас в краткосрочку, потому что новый хозяин, так как он купил виллу с нами, и он живет во Франции, и он доверяет только нам, то мы ей занимаемся. Есть у нас также вилла на берегу моря, потому что хозяйка нам доверяет, и мы ей занимаемся. Но как таковой краткосрочной арендой мы не занимаемся, потому что, опять же, мы не хотим заниматься всем, пытаться заниматься всем и делать это плохо. Мы предпочитаем заниматься тем, что мы знаем, и делать это хорошо. В развитии фирмы, в проектах, это найти человека, который будет заниматься только этим. То есть вы стараетесь все-таки фокусироваться, да, на определенных направлениях? Да, стараемся, потому что иначе это невозможно, потому что иначе запрос, он очень огромный на все. Телефон звонит постоянно, и поэтому вынуждены, я очень часто говорю: извините, я краткосрочкой не занимаюсь, извините, я краткосрочкой не занимаюсь, потому что мы не можем, к сожалению, заниматься всем. Это невозможно. К сожалению, да, согласен. Я приобрел недвижимость. На что я помимо недвижимости могу претендовать? Есть ли какие-то дополнительные плюсы? Да, если вы покупаете недвижимость свыше 375 тысяч долларов, вы получаете вид на жительство. Что он мне дает? Вид на жительство вам позволяет приезжать, уезжать и жить, и работать, и открывать фирму, и быть как полноценным резидентом Маврикии. На сколько лет он выдается? Он дается, пока у вас есть недвижимость. Как только вы продаете вашу недвижимость. На все время владения недвижимостью, да, получается. Там нет и срока? Она дается, там нет, на это нет срока. Пока у вас есть недвижимость, вот эта вот самая недвижимость, вид на жительство пристроен с ней, и он вам дает тоже вид на жительство для всей семьи и для детей до 21 года. Для взрослых детей. И это очень, очень интересно, потому что вам позволяет как раз-таки, если вы хотите, вы пожили здесь и хотите какой-то бизнес открыть, это получается очень легко. Вы живете здесь уже с мужем, да? Да. 5 лет. Есть такое предположение, что островная жизнь, она накладывает свой отпечаток. Но это, в принципе, видно, да, когда ты перемещаешься по острову, люди расслабленные, как расплавленное мороженое на берегу океана. Как вот с этим удается бороться, я не знаю, противостоять? Вот эти виды, они же, в принципе, подталкивают тебя к отдыху больше, да, нежели к работе. Нет, чем хорошо, на самом деле, мы работаем очень много, но мы, в принципе, это наш темперамент. То есть мы оба всегда очень много работали, потому что, это, во-первых, нам нравится, и, во-вторых, мы стараемся создать свое будущее и будущее нашей дочки, которая, кстати, родилась здесь. Так что для тех, кто боится сюда приезжать, потому что здесь медицина может Люди многие боятся, что медицина на острове не такого же уровня, как в Европе или в других странах. Очень хорошие есть клиники, очень хорошие места и очень хорошие специалисты. Поэтому не бойтесь, приезжайте. Всех вылечат, все будет хорошо. Вот. И мы поэтому стараемся устроить именно наше будущее. И мы работаем очень много, но чем хорошо, что когда приходят выходные, можно уехать на катамаране или на катере в океан и смотреть это опять же, на наш тамарин со стороны, и постоянное ощущение, что ты действительно на каникулах, где-то в отпуске, в райской стране. Поэтому, мне кажется, это наоборот, нас это мотивирует. В том плане, что мы можем спокойно работать, как бешеные. В общем, главное найти правильную мотивацию, иначе можно утонуть в этом покое, удовлетворении, просто превратиться в подводную черепаху. Я думаю, что да. Каждому свое. Я думаю, что это каждому свое. А вот с точки зрения, сейчас многие, ситуация меняется, да, геополитическая, мировая, экономическая, и многие бизнесмены, они смотрят различные направления для масштабирования бизнеса или, может быть, начала какого-то нового бизнеса в новых странах. Вот что с этим здесь? Какие ниши наиболее могут быть интересные? Может быть, где-то не дотягивает сервис или каких-то продуктов не хватает, да, на рынке. Вот 5 лет живешь уже здесь, развиваешь бизнес. Наверняка у тебя есть такая экспертиза. Чего здесь не хватает, честно говоря?
Сервис, но проблема в сервисе, что это есть такие иностранцы, которые как бы открывают фирмы сервиса, но в любом случае они нанимают местную рабочую силу. И местная рабочая сила, как ты заметил, не очень хочет работать. Поэтому я не думаю, что в сервисе есть что-то, ну, как бы что-то реальное, что можно сделать. Но все, что инновации, зеленая энергетика, я думаю, что вот в этом, да, или, допустим, вот для меня очень огромная проблема на острове — это с мусором. То есть здесь нет переработки вот этих всех материалов. Сейчас, я знаю, я слышала об этом, начинают перерабатывать, я даже не знаю, по-моему, стекло начинают перерабатывать или что-то. Но как такового... Первые шаги уже сделаны. Да, но это вот этого не хватает. Поэтому какие-то инновационные компании, которые бы приехали бы и начали нам очищать наш остров, было бы здорово. Потому что, к сожалению, в культуре маврикийской и индийской особенно люди выкидывают очень легко, даже на том же пляже. И вот это... Я думаю, что вот это было бы очень полезно. Потом какие-то чего-то, чего мне хватает, в принципе, всего, каких-то продуктов. Не думаю, потому что, в принципе, есть все. Цены довольно-таки высокие, потому что мы все-таки на острове, потом все привозное, в основном, практически все привозное, но чего-то, чего не хватает, я не вижу, честно говоря. Ну, значит, не надо сюда ехать, получается. Нет, надо. Нет, да, на самом деле, это такое смешное. Да, кстати, я заметил, чего тут точно нет. Здесь нет сервиса такси. Да? С такси здесь большая проблема. Ну, я не знаю, здесь нет Uber, здесь нет какого-то другого приложения, по которому можно вызвать такси, например. Потому что такси Может, я чего-то не нашел? Нет, такси зарезервировано для маврикийцев, я тебе объясняю. Вот это, опять же, почему я объясняю, что не то, что не нужно сюда ехать, но есть такие сферы, которые просто заблокированы пока только для маврикийцев. Поэтому иностранная какая-то компания, как Uber, почему их здесь еще пока нет? Наверное, да? Пока. Сейчас я думаю, все меняется. Все равно все поменяется. До конца года уже есть очень многие изменения, то есть это уже, к сожалению, многие агенты недвижимости говорят об этом больше года, но закон еще не прошел, так что, пожалуйста, перестаньте это говорить. Закон не прошел, что иностранцы смогут покупать недвижимость вне резиденции, которые запрограммированы. То есть, допустим, в доме, который я тебе показывала, там, да, неважно, я просто говорю так, это иностранцы смогут это купить. Закон сейчас еще не прошел, но к концу года это все будет возможно. Ну, мы говорим опять о том, что правительство достаточно гибкое, да. И вот эти ниши, которые зарезервированы под локалов, маврикийцев, вполне возможно в будущем станут открыты и для иностранцев. Да, правительство, оно действительно хочет, чтобы иностранцы ехали сюда, предлагали новые, опять же, что-то новое, новинки. Обязательно будут всегда приниматься. Ну, ты знаешь, в любую отрасль, даже, казалось бы, совсем консервативную, всегда, я уверен, можно внедрить инновации. Да, можно. Я предлагаю на этой позитивной ноте закончить наше интервью. Спасибо тебе, очень интересно и экспертно. Видно, что ты обладаешь настоящими знаниями в real estate. Поэтому я обязательно оставлю в описании под видео ссылку на твой сайт, Instagram. И каждый, кто запланирует поездку на Маврикий, арендовать вот эти классные виллы, которые у тебя не так много, да? Или, может быть, даже купить недвижимость, обязательно проходите, пишите. Я уверен, что вы получите качественный сервис. Спасибо еще раз. Спасибо тебе. Очень приятно. Взаимно.